хорошей еды начинается с чистоты. Очень многие применяют на кухне кухонные тряпки. И этой кухонной тряпкой протирают и стол после кореньев, после клубней, картошки, морковки. Они, между прочим, растут под землей. И очень часто эту землю удобряют сами знаете чем. Потом той же самой тряпкой могут протереть там что-то из-под мяса, капельки жира, масла, молока. Одним словом, развозят грязь по всей кухне. Это неправильно. Лучше всего пользоваться кухонными салфетками. Один раз протер что-то и выбросил. Например, мясную доску. Однако, бумагу, которой я протирал что-то жирное, я не разбрасываю, куда попало. Я складываю ее под казан. И когда мне нужно развести в очаге огонь для того, чтобы приготовить что-то очень вкусное, я чиркаю одной спичкой, и у меня все загорелось. Знаете, вот в Узбекистане любят вкусно поесть и умеют вкусно поесть. Знают вкус и знают способ употребления каждой части говяжьей либо бараньей туши. У меня в руках очень вкусно, невероятно вкусное мясо. Это, ребята, говяжий хвост. Посмотрите, какой он красивый. Но прежде чем начинать его разделывать, протрите его. Влага есть после холодильника. Ничего страшного. Бумага отлично впитывает. Для того, чтобы разделать говяжий хвост, вовсе не нужен топор. Ведь здесь есть суставы, и суставы обозначены расширением вот этого слоя на поверхности жира. Раз, и попал точно в сустав. Еще раз, посмотрите внимательнее. Просто подвигайте в руках, и сустав сам подскажет, где он находится. Но, однако, съемочная группа у нас не маленькая, а мяса немного. Это другая часть говяжьей туши, которая может готовиться примерно так же, как и говяжий хвост. Это то, что называется голяшка, распиленная под блюдо, которое называется оссабука. Но готовить мы сегодня с вами будем вполне по-узбекски. Не на сковородочках и в кастрюльках, как готовят итальянцы, а в настоящем казане, на дровах. Протрите мясо бумажной салфеткой насухо, чтобы не было ни капельки влаги, иначе масло будет брызгаться. А масло потребуется, граммов, наверное, как минимум 200. Вы только посмотрите, вы только полюбуйтесь, какие куски мяса. Огромные, вот это, наверное, вообще целых полкило весит. Поэтому разогреваем масло как следует и обжариваем без лука при высоком огне, для того, чтобы мясо как следует прожарилось. И еще раз, чистота залог не только здоровья, но еще и хорошего вкуса. Ну а пока что, давайте-ка нарежем следующий продукт, которому предстоит отправиться в казан. Это лук. И не один лук, много лука. 3 головки лука. Нарезайте лук, средним кубиком, не слишком мелко. Меня могут спросить, как же так, Сталик? Вот в прошлый раз ругался на всех за то, что они жарили сначала мясо, а потом добавляли лук. Когда готовили плов. А сегодня все наоборот. Я объясню. Дело в том, что сегодня мы жарим мясо, вообще готовим мясо, которое можно готовить 4, 5, даже 6 часов. И оно станет в результате только лучше. Лук за это время как раз успеет карамелизоваться ровно так, как надо. Не переключайтесь, вы сейчас все увидите. Ну а самое главное, что мясо за это время не пережарится и не начнет рассыпаться по волокнам. Лука немало, и будем жарить на достаточно высоком огне. Он должен стать золотистым, потом покраснеет. И потом вы увидите, что от него практически ничего не останется. Все, что для этого надо, достаточно упорный такой настойчивый нагрев. Ну и нарезать остальные овощи, которые украсят сегодняшнее блюдо. За многие десятки тысяч лет, что человечество научилось готовить еду на огне, существует гармония. То есть устойчивое сочетание каких-либо звуков, либо вкусов, либо ароматов и в кулинарии. Мясо, лук, а что следующее? Да, разумеется, морковка. Лук не забыть перемешать.
Но морковку сегодня режем не как на плов, а вот такими кубиками. Ну, примерно полсантиметра, сантиметра, не знаю. Как получится, так и получится. На вкус это практически не влияет. Однако морковку закладывать не торопимся. Очень важно сначала хорошо пожарить не столько мясо, сколько сам лук. Но сегодня к стандартному узбекскому вкусовому аккорду, состоящему из мяса, лука и морковки, я хочу добавить еще один продукт, довольно ароматный, который называется сельдерей. Многие посчитают, что сельдерей это, скажем, такой овощ исключительно западный. Это не так. Я сегодня его покупал в магазине, в супермаркете. На нем было написано «Сельдерей, Иран». Если бы в Иране не знали, что такое сельдерей, и не умели бы им пользоваться, то, разумеется, и не выращивали бы. Вот здесь на его поверхности достаточно жесткие, прям практически как лесковолокна. Я их срезаю обыкновенной овощечисткой. Сельдерей имеет достаточно яркий запах. И принцип тут такой: чем ярче, чем сильнее вкус либо аромат того или иного продукта, тем меньше его надо класть. Понимаете, представляете себе, да, какой оркестр у нас зазвучит из казана? Морковь, сельдерей, лук, разумеется, мясо и чеснок. Лучше, конечно, раздавить и порубить. Раз, и выскочил зубчик из шелухи. Чеснок будет жариться достаточно долго, поэтому неважно, насколько мелко вы его порубили. Порубили вот так, да и ладно. А еще, не все знают, что очень вкусно к луку добавить петрушку. Получается очень вкусно. Один раз попробуйте. И вообще скажите, я вам хоть раз в жизни давал невкусные советы? Нет, только вкусные и очень вкусные. Сейчас самое время добавить вот этой прекрасной желтенькой приправы, которая называется куркума. Буквально на кончике ножа. Здесь все очень просто. Там, где много лука, там же непременно и куркума. Но почему бы не добавить еще и лимон? Добавить лимон целиком, все будет горчить. А если взять умеренное количество именно цедры, вот этой желтенькой части, и добавить вместе с петрушкой и чесноком. А лимон еще пригодится. Вот все, просто совсем все у нас выглядит очень органично. За остроту кто отвечает? Еда должна бодрить, еда должна создавать соответствующее настроение. Возьмем-ка немного красного перца. Он умеренной жгучести. Прекрасно разошелся лук, и, мне кажется, уже можно добавить морковь. Лук придаст соусу достаточную густоту. Итак, мясо, лук, морковь, еще и сельдерей, пожалуй, что это первый аккорд вкуса. Второй аккорд вкуса, который расположен просто в другой октаве, гораздо более высокой. Это вот петрушка, лимонная цедра, чеснок и перчик. Петрушку тоже можно добавить в моркови. Красиво. К этому еще немного светлой, яркой зелени. И пусть жарится. А для тушения необходима влага. Можно, конечно, взять вино какое-нибудь налить туда. Как-то это не по-нашему. Поэтому у нас есть, во-первых, чистая вода, в которую можно взять, да и выдавить немного лимонного сока. Ведь сладкое там есть, лук сладкий, морковь сладкая, само мясо сладкое. А вот кислинки не помешает. Ну а кроме того, какой узбек готовит без помидоров? На терочке натру, чтобы шкура осталась у меня в руках, а все, что создаст соус, попало в казан. Мякоть от томатов и сок — это прекрасно. А вот эта шкура между зубов — ничего хорошего. Мы выходим на финал. Заливаем томаты, перемешиваем и добавляем воду с лимонным соком. Для того, чтобы мясо протушилось как следует. Осталось только посолить и приправить. Да, мы же вообще ничего не солили. Я думаю, что уйдет полная ложка соли сверху. Но это не последняя соль. Я еще добавлю черного перца и имбиря.
как 1 чайная ложка. Больше не надо. Завершающие нотки наших ароматов — это лимонная цедра, чеснок, острый перчик. Как следует перемешать и подумать, а с чем мы собираемся, собственно говоря, вот эту всю красоту есть. У нас есть спасительница, без которой наши национальные кухни уже немыслимы. А особенно белорусская. Я говорю про картошку. Кем надо быть, чтобы не любить картошку? А? Я не знаю. А раз любишь картошку, не забывай ее посолить. Картошечку каждую сверху. Аккуратненько, щепоткой соли присолите. Вот теперь дрова следует закладывать очень аккуратно. Самое главное, чтобы внутри казана побулькивало. Его нужно прикрыть крышкой и оставить на добрых 1,5-2 часа. Вы скоро все сами увидите. А пока что посмотрите коротенькую рекламу. Дорогие друзья, во-первых, мои книги всегда можно купить на сайте stalik.ru. Мы их отлично упаковываем, доставляем. И при желании покупателям я могу поставить какой-то личный автограф. Но еще мои книги можно купить на сайте megamarket.ru. Я внизу дам ссылку обязательно. Почему удобно покупать на сайте Мегамаркет? Во-первых, там сейчас проходит колоссальная акция. 31% кэшбэка. Что это означает? Вы покупаете вот эту шикарную книгу «Плов», либо вот эту шикарную книгу «Казан» за 3950 рублей, а вам начисляется кэшбэк 1225 рублей. Понимаете? Ну, вот посмотрите, просто шикарно. 543 рубля за недорогую книжку «Мангал». Недорогая, но очень полезная. И так далее. Книжка «Сталик Видеобук» никогда не продавалась ни в каких маркетплейсах, а теперь продается на сайте Мегамаркета. И кэшбэк 1178 рублей. Но это еще не все. Некоторые люди ухитряются покупать мои книги. Знаете, за сколько? Вот посмотрите. Человек купил книжку «Мангал» и заплатил всего лишь навсего 18 рублей. Кто-то купил книжку «Плов» и заплатил 40 рублей. Но вот эти люди, вот они уже получили, доставлено покупателям, здесь написано, вот эти книги уже получили люди. «Счастье кулинара», «Сталик Видеобук», «Плов. Кулинарные исследования». Они заплатили, знаете, сколько? 0 рублей. Каким образом? Если вы пользуетесь карточками Сбера, то там начисляются особые бонусы. Сбер спасибо. И многие не знают, как их потратить. Значит, заходите на сайт Мегамаркета, ищите кулинарные книги Сталика Ханкишиева. Потом я вас отдельно хочу попросить. Значит, вот здесь есть возможность выбрать среди продавцов. Выбирайте Сталик Ханкишиев. Значит, почему это необходимо сделать? Дело в том, что очень многие какие-то магазины продолжают торговать моими книгами, но это остатки книг, которые кочевали со склада на склад и неизвестно в каком состоянии. У меня книжечки новые, отлично упакованные, вы получите и будете очень рады. Итак, по Сбер спасибо можно получить даже бесплатно, либо заплатить столько, сколько вам удобно. Можно получить огромный кэшбэк 31%. И кроме того, шикарный выбор для подарка, да и просто для себя любимого. Я много-много раз говорил вам, что используйте все органы чувств и чувство времени. Посмотрите, видите, как легко входит нож. Но при этом мясо еще не отпадает от кости. Вот сейчас еще есть что пожевать. Давайте разложим. О! Каждому едаку по одной картошечке. Ну а мясо разрежем уже на столе. Всем хватит. Всем будет хорошо. Конечно, края от соуса следует оттереть. Так и в ресторанах поступают. А вы что думаете? Они там пальцем края тарелки протирают? Приятного вам аппетита, дорогие друзья!